И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 28 февраля, и очередной мой выпуск будет посвящен частично оперативной обстановке и частично очень интересному такому примечательному моменту. Но перед тем, как к ним перейти, я хочу поблагодарить вас всех. На мою просьбу помочь мне с переводами на иностранные языки откликнулось примерно 200 человек. Еле-еле успел вам всем ответить, может кому-то не ответил, но я гарантирую, что я просмотрел каждое ваше сообщение. И вы знаете, когда я все это смотрел, мне в голову пришла, по-моему, отличная мысль. Каждый из вас может стать бойцом интернационального фронта. Если у вас есть возможность взять мой ролик, наложить на него титр, либо еще лучше записать аудиодорожку поверх моего голоса на любом, абсолютно на любом иностранном языке, и соответственно разместить его в тех или иных иностранных пабликах, а я знаю, что на мой канал подписаны десятки тысяч человек с разных уголков мира, то мы таким образом тысячами голосов донесем правду до всего остального мира. Поэтому я призываю, и мой товарищ Михаил Нуфриенко, так вот мы с ним вместе призываем вас, берите наши ролики, распространяйте их где только можно, накладывайте титры на любые языки, озвучивайте своим чужим голосом и несите правду в мир. И таким образом вы тоже становитесь бойцом интернационального фронта за новое светлое будущее. Правду о том, что сегодня происходит на Украине. А я, безусловно, то, что сказал, то я буду делать. Уже есть люди, которые готовят материал на английском и немецком языке. Это будет аудиодорожка, и я его размещу на своем резервном канале. Как только это будет сделано, я вам сразу об этом сообщу. Итак, с этим мы разобрались. Переходим теперь к оперативной обстановке. Вы знаете, прямых подтверждений того, что российская группировка глубоко вклинивается в расположение украинских войск, нет, но косвенных более чем предостаточно. И самым главным из них является сообщение Генштаба украинских вооруженных сил о том, что начались бои за Краматорск и Славянск. Причем по данным украинских военных, до вечера эта группировка может очутиться в оперативном окружении. У меня нет точных данных, начались бои пока в Краматорске и Славянске или нет. Тем не менее, это заявление говорит о том, что, похоже, российская армия либо обошла Изюм, либо прошла его насквозь. И, соответственно, та основная группировка, которая идет на Павлодар, она тоже должна двигаться вперед. Опять же, продолжаю ждать либо сегодня, либо завтра сообщение о том, что эта группировка соединилась с той группировкой, которая движется и навстречу со стороны Запорожья. Вернее, правильно, если Токмака. В общем, не будем забегать наперед, но мне почему-то кажется, что в ближайшее время мы узнаем об этом. И также сегодня пришли сообщения о том, что за Северодонецк начались бои, что армия ЛНР и российская армия подошли уже плотную к Северодонецку, зачистили ту территорию, которую ВСУ оставили по сути без боя, и они начали готовиться к штурму города. Причем местные жители выгоняют солдат ВСУ от своих домов, понимая, что в случае, если они останутся под их укрытием, то от их домов не останется ничего. По примеру других городов. И то же самое происходило сегодня в Харькове, где местные жители выгоняли так называемую оборону, пытались не допустить их в свои дома. Потому что жители этих городов наконец-то поняли, что если они и дальше будут потакать вооруженным силам Украины, то от их домов не останется ничего. Очень, кстати, интересная тенденция, которая, как я понимаю, дальше будет только нарастать. На остальных направлениях пока ничего нового сообщить не могу, кроме того, что российские части движутся постепенно к Киеву с востока. По поводу Фастовского направления пока никаких сообщений о том, что там либо в Василькове идут какие-то рядом бои, пока этих сообщений не было. Тем не менее, судя по передвижениям украинских войск, столкновения здесь стоит ожидать уже буквально в ближайшее время. По Харькову все то же самое, идут бои по зачистке территорий, которые вчера российские войска отрезали на северо-восточной части города, идет их зачистка. И понятно, чтобы двигаться дальше, нужно тылы свои полностью обеспечить. То есть зачисткой Харькова российское руководство взялось всерьез. И здесь бы я хотел обратить внимание на очень интересную и примечательную деталь. Обратите внимание, что российские войска далеко не все города берут под свой контроль. Они взяли, например, на юге всего несколько городов. Мелитополь, Бердянск и Новая Каховка. Так вот, почему Мелитополь, Бердянск и Новая Каховка? Новая Каховка – это стратегическая переправа через Днепр, и ее нужно контролировать. Мелитополь – это важнейший узел коммуникаций, через Мелитополь проходят важнейшие дороги, то есть все они идут через город, и, соответственно, чтобы контролировать важнейший участок дорог, нужно было зайти в город. А еще раз напоминаю, для российской группировки важнейшим моментом является снабжение ее. Потому что она уже далеко оторвалась от своих тылов, и, например, тылы в Крыму уже, конечно, не могут обеспечивать в полной мере группировку, наступающую в районе Запорожья, Днепропетровска и далее на север. А вот с Бердянска плечо доставки грузов заметно сокращается. То есть, что я хочу сказать? На самом деле, Российская Федерация не просто так берет тот или иной город, она их берет только по необходимости. И еще очень примечательный момент по Бердянску. Тоже, знаете, вот почему-то украинские власти сообщили о том, что в Бердянске проходит антироссийский митинг. И он таки действительно сегодня проходит.
или уже проходил, пока я записываю данное видео. Но что в нем примечательно? Я здесь не привожу специально это видео, вы легко его сможете найти в интернете. Почему я их здесь не привожу? Потому что мой канал очень бомбят мои уважаемые оппоненты. Я не хочу предоставить им ни единого способа его заблокировать, потому что размещение чужого видео, оно имеет свои проблемы. Проблем на самом деле целое множество, поэтому я их не привожу. Но найти его несложно. Так вот, на этом митинге собралось, по-моему, около 300 плюс-минус человек. 300 человек на город с населением более 100 тысяч человек. Причем 300 это я вот уже беру с потолком. То, что я видел на видео, там, наверное, было и 200, может быть, не было. Это вот так вот сказал 300, закрыв глаза. Мизерная цифра. Но и даже не это самое главное. Помните, что Россия, когда заходила в Украину, одну из главных задач ставила перед собой построение демократии в Украине. То есть восстановление, вернее, прошу прощения, институтов демократии в Украине. Так вот, то, что мы сегодня наблюдали в Бердянске, это и есть настоящая демократия. Есть власть, а есть люди, которые с этой властью не согласны. Они могут выйти спокойно на митинг, могут покричать, но их абсолютное меньшинство, а потому они должны подчиняться большинству. И никто им, заметьте, никаких проблем при этом не устраивает. А можете представить себе ситуацию, ну, например, нечто подобное сегодня в какой-нибудь Белой церкви, например. Вы можете себе представить, чтобы там, если вышло, например, 100-200 человек, которые не поддерживают действующий режим, а еще, не дай бог, взяли бы с собой российские флаги, что бы с ними сделала озверевшая толпа? Толпа имеется в виду вездесущих, озверевших националистов. Причем хорошо, не сегодня, 2 недели назад не было никаких боевых действий. Что бы с ними сделали? Да их бы там вот эти нацики разорвали на куски. И вот это вот западные страны называют демократией. А вот то, что сегодня происходит в Бердянске, по их мнению, это не демократия. По-моему, тут дело даже не в двойных стандартах. Это настоящая шизофрения. Вот это то, что я хотел сказать в данном выпуске. Сегодня планируется еще один материал, где подведу итоги сегодняшнего дня, 28 февраля 2022 года. Все, на этом по этой теме пока все. Ставлю ссылку на канал моего товарища Михаила Онофриенко, который примет от меня вечером ночную смену. До новых встреч!